Плачущая медведица принесла умирающего медвежонка к мужчине. То, что он сделал, невероятно. Было раннее утро, около 6 часов, когда Иван Петрович открыл дверь своего старого дома на окраине тайги. Он жил один уже много лет, жена умерла, дети давно уехали в город, и тишина стала его постоянным спутником. Раньше Иван Петрович работал журналистом, а теперь пытался писать книги, скрываясь от мира в лесной глуши. Старик вышел на крыльцо в поношенной куртке, зевая и думая о кофе, и вдруг застыл. Прямо перед домом стояла огромная бурая медведица. Она не рычала и не делала резких движений, лишь тяжело дышала, словно прошла долгий путь. Ее шерсть была мокрой и спутанной, а в темных глазах читалось нечто непривычное для дикого зверя – отчаяние. Только через мгновение Иван Петрович заметил, что медведица держит в пасти маленького медвежонка. Его тело безвольно свисало, лапы не двигались, а из-под уха тянулась тонкая полоска крови. Было ясно, детеныш едва жив. Инстинкт подсказывал захлопнуть дверь и схватиться за ружье, но старик не смог этого сделать. В поведении медведицы не было угрозы, только немая просьба о помощи. Она осторожно положила медвежонка на деревянный пол крыльца, отступила на шаг и села, не отрывая взгляда от человека. Сердце Ивана Петровича билось так, что казалось, его слышит весь лес. Несмотря на страх, он опустился на колени рядом с детенышем. Медвежонок был холодным, дыхание почти не ощущалось, но грудная клетка все же едва заметно дрогнула. Он был жив. Старик аккуратно завернул малыша в свою куртку и медленно отнес в дом. Медведица не сдвинулась с места, словно понимала каждое движение. Внутри Иван Петрович соорудил подобие теплого гнезда из одеял и включил старый обогреватель. Детеныш оказался сильно истощен, а задняя лапа была повреждена. Похоже, это был укус другого медведя. Старик позвонил знакомому ветеринару, Ольге Сергеевне, и объяснил ситуацию. Та не поверила сразу, но по голосу поняла – это не шутка. Она дала инструкции, а затем связалась со специалистом по диким животным, который пообещал приехать. Весь день Иван Петрович поил медвежонка теплой водой с медом, согревал, обрабатывал рану. Снаружи, у самого края участка, медведица сидела неподвижно, как каменное изваяние, не сводя глаз с дома. К вечеру произошло маленькое чудо. Медвежонок открыл один глаз и слабо пошевелил лапой. Это был первый знак, что он может выжить. Когда прибыли специалисты, они подтвердили – детеныша атаковал взрослый самец. Если бы не помощь человека, он не дожил бы до утра. Медвежонка обработали, ввели лекарства и оставили под присмотром Ивана Петровича на несколько недель. За это время малыш окреп, начал ходить, играть и исследовать дом. Старик назвал его Тихоном, хотя понимал – привязываться нельзя. Через 2 недели Иван Петрович понял – пришло время прощаться. Он отвез медвежонка вглубь леса, туда, где чаще всего видели медведицу. Когда контейнер был открыт, из-за деревьев появилась она сама. Тихон колебался, смотрел то на человека, то на мать. Потом сделал несколько неуверенных шагов и побежал к ней. Медведица осторожно обнюхала детеныша, а затем посмотрела на Ивана Петровича и медленно наклонила голову, словно в знак благодарности. Они исчезли в чаще. С тех пор старик иногда находил на крыльце странные подарки, ягоды, шишки, однажды даже гладкий камень. И каждый раз он понимал, где-то в лесу живет та самая медведица с медвежонком, которые не забыли человека, рискнувшего помочь, когда сама природа оказалась бессильной.